Привет. Ты там один? Ну заходи, раз пришел. Снаружи непогода жуткая. Чайку? Сумасшествие, не правда ли? Сколько мы уже знакомы. Батюшки, подумать только. Люблю тебя. И с этими чувствами каждое слово. Плевать на внутренние конфликты с собой, на того подозрительного, мнимого, обиженного и самоуверенного меня. Это части меня, которые тоже хотят любви. Люблю тебя. Ненавижу и безумно боюсь потерять. Все пытаюсь умничать и в то же время знаю, что ничего не знаю. Ты знаешь больше меня, можешь лучше объяснить конкретные термины, создать то, чего мне не создать за всю свою жизнь. Боюсь сказать о том, что мне нужна помощь, чтобы вырваться из безумных лап одиночества, о котором то и дело кричу. И ты помогаешь мне это сделать. Спасибо. Вот то, что пробуждает жизнь во мне. Что в этом видишь ты? Очередного клоуна, который развлекает остальных ради просмотров, комментариев, лайков. Ничтожество, которое ни на что не способно в жизни, кроме как хвалиться смехотворными результатами. Ничего не увидел, так как у тебя лишь голос в голове, а перед глазами реальная жизнь. Ежели ответ другой, расскажи о нем, если хочешь. Лично мне интересно узнать. Я вижу тебя в своей жизни. В той жизни, которую боялся показать, которой стыдился, пропитанной насквозь ядом одиночества с верой в то, что недостоин никакого внимания, и речь не про интернет или YouTube. Погребенный в страхах, что меня не поймут, что не нужен в этом мире. Я вижу в этом надежду, которая делает меня счастливым и чудесным образом заряжает физическое тело с мозгом на столь долгожданные действия. Неважно, создать видеоролик или изучить Fruity Loops Studio, начать заниматься спортом или наконец-то приступить к изучению нового языка, бросить вредные привычки или все это сразу и становиться лучше день ото дня. Становиться лучшей версией себя для тебя и дарить надежду, разделяя с тобой это счастье. Люблю тебя. Того подозрительного, мнимого, обиженного и самоуверенного меня. Так же, как и любезного, внимательного, понимающего и любого другого меня в твоем лице. Я вижу в этом того тебя, который сейчас смотрит или слушает это. Того тебя, который пишет такой или вот этот комментарий. Того тебя, который идет по улице с серьезным лицом, стараясь не обращать внимания на мир вокруг, или того тебя, кто уже допивает свой реквием по мечте перед ужасной пропастью, в ожидании любви, которой нет. Я не знаю сейчас, как помочь тебе. Я не знаю, что нужно сказать конкретно тебе, чтобы ты больше не чувствовал себя одиноким. Я не знаю, что сделать счастливым именно тебя. Я не знаю. Лишь хочу узнать. Хочу узнать себя настолько хорошо, чтобы найти универсальный ключ к счастью каждого, и это кажется невозможным. Это кажется невыполнимым. Часть меня начинает рисовать графики пика и спада эмоций, доказывая бредовость и абсурдность всего сказанного сейчас. Часть меня уже написала подобные комментарии.
Часть меня в диванном психологе с методичкой головного мозга процитирует кого-то с умным видом и не поймет, что сказала это себе же. Ты подарил мне веру в себя и возможность приблизиться к счастью, сам того еще не понимая. Человек с известной или неизвестной мне судьбой. Тот, кого знаю лично или увидел как цифру в статистике. Мы познакомимся, если ты этого хочешь. Как раз вчера еще начал практиковаться в том, чтобы начать трансляцию. Хотел сделать это на YouTube, а оказалось, что ограничения настолько суровы, что сделать это не получилось. Потому что у меня должным образом не настроен VPN в браузере, а это стало ключом к тому, чтобы сделать трансляцию невозможной. Поэтому перешел на Twitch, и в заметках на странице этого канала можно увидеть ссылку на Twitch. В комментариях тоже, наверное, оставлю. Но опять же, если тебе будет интересно, переходи. Если нет, то можешь это вообще пропустить для себя. Боялся менять свою жизнь и долгое время не верил в то, что это возможно. Сомневался и топил свои мечты жить с легкостью сердца. Страх открыть коробку и увидеть мертвого кота делал все возможное для того, чтобы не открывать ее как можно дольше, питая сомнения в вероятности его жизни. Что может быть хуже того, чтобы всю жизнь сомневаться в том, что кот этот жив, но бояться открыть коробку? Что может быть хуже того, что подтверждает страх перед тем, как фильм жизни закончится? Что может быть хуже того, что кот жив все это время был и умер за секунду до, убивая в тебе надежду на жизнь, а вместе с ней ее саму? Кто-то отсылку поймет не сразу. Это только начало моего осознания себя, и ошибок не избежать. Они были и будут до без них. Мое понимание мира ограничено, и давно пора расширять границы. Впереди еще много того невероятного, во что сейчас тебе будет очень трудно поверить. Дай времени дорогу и наслаждайся вместе со мной. Люблю тебя, кем бы ты ни был. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и мы вместе сможем найти твою дорогу. Мы не по масти, сжигаем наши сини, будет цвета неба синего. В истории не будет больше нашего. Неси меня, ветер, подальше. Безумие, это лавина. Я лавировать дальше буду без своей половины. Обрубая все концы, мы подрывали все плотины, вырезая из памяти свои все наши картины. Уплываю, скрывая себя от глаз. Больше не любишь, я как стала пересортом. Слова теряют смысл, нас разделяет мысль. Бесконечный океан впереди, без моего борта. Все разрывали, мы снова не знакомы. Чувство заебали, я срываюсь со своей оковы. Ты нашла себе другого, а нет ничего плохого. Ты как наркоман на химии в поисках дорогого. Небеса и нет пути назад. Чувства улетают, бесконечный полет. Забудь, что я сказал. Хочу безумно сильно. Я тебя люблю. Небеса и нет пути назад. Чувства улетают, бесконечный полет. Забудь, что я сказал. Хочу безумно сильно. Я тебя люблю. Серег, вот на телефон твой будильник заведен. Ты завтра проснешься? Точно? Серьезно? Конечно. Вот, около ебальника ложу твоего. Мгм.